Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить с самыми интересными новостями. Недавно я выпустил ролик на своем канале, где сообщил, что Россия вооружает карабахских сепаратистов. Здесь, на территории Карабаха, вводится большое количество вооружения. И вот продолжение как раз по этой теме. Издательство Минвал АЗ опубликовало статью «Карабахские грабли для Москвы. Оружие под видом гуманитарной помощи не поможет восстановить позиции Кремля». В общем, вот, видите, Ильхам Алиев сидит с Владимиром Путиным. Как раз сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Россия в очередной раз озвучила призыв Баку и Еревану воздержаться от шагов, могущих привести к дестабилизации обстановки в регионе. Песков заявил недавно: призываем обе стороны воздерживаться от любых действий и шагов, которые могут привести к росту напряженности. А конкретно вот, да, авторы статьи пишут, мол, почему, кто это, создает напряженность, да. Вопрос господину Пескову: воздержаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации обстановки в регионе. Типа, кто это во всем виноват? И вот теперь подробнее. Напомним, как стало известно накануне, через Лачинский коридор под видом гуманитарной помощи российские миротворцы доставили оружие и военное снаряжение, в том числе станковые пулеметы, снайперские винтовки, 120-миллиметровые минометы, противотанковые ручные ракеты «Фагот», «Корнет». Это идеальное оружие террористов, гранатометы, в общем, наконец, противопехотные мины даже, еще противотанковые. Да ясно, что уже получается, что Путин и его руководство военное снабжает этих террористов, которые обосновались там, армию обороны Карабаха, такое можно назвать, потому что у них оружие постоянно надо пополнять, они ведь стреляют, там воюют. Ну и вот теперь дальше, продолжение. Кому это предназначена, эта гуманитарная помощь? Самим миротворцам? Миротворцам не нужны ручные ракеты, гранаты и минометы. Так, во-вторых, зачем все это доставляется с базы с Гюмри тайно и под видом гуманитарной помощи, вопросительный знак? Почему российские миротворцы не провозят оружие открыто, если оно предназначено самому этому миротворческому контингенту в Карабахе? Устраивать подобные игры имеет смысл в одном случае: если весь контрабандный арсенал адресован армянским бандформированиям, тем самым, которые российские миротворцы, вопреки подписанному еще 2 года назад соглашению, не торопятся разоружать, вообще не торопятся. То есть они, по сути, крышуют, да. И теперь там, как сказать, все эти на территории Карабаха крышуются бандформирования самими миротворцами. И вот теперь касающаяся ситуации с Варданяном. Более того, в самом Карабахе нешуточную провокационную активность развил Рубен Варданян. Возможно, по отдельным утечкам в ходе переговоров в Сочи Ильхам Алиев потребовал убрать этого олигарха-провокатора с Карабаха. Можно верить или не верить. Высказанный еще в начале сентября российским экспертом Григорием Трофимчуком прогноз: приезд Рубена Варданяна на территорию Карабаха можно считать первым шагом к организации серьезного армянского сопротивления Азербайджану. Видите, не зря Варданяна туда прислал Путин. Серьезное вооружение и сопротивление Азербайджана будет оказывать. Это знак. Подчеркнутый отказ от гражданства РФ тоже о чем-то говорит. Варданян — это не Стерлигов, который приезжал в Арцах крутить хвосты коровам. Рано или поздно падение Армении должно было произойти. И все теперь вот считается как бы... Ну вот после того, как именно с назначением Варданяна на пост госминистра в Ханкинди снова начались митинги протеста под затрепанными по всем смыслам лозунгами 1988 года и истерическими требованиями: Арцаха не будет в составе Азербайджана. Карабаха типа не будет в составе Азербайджана. Это все можно считать случайными совпадениями, но это не получается.
А если теперь в Карабах еще завозят оружие, то вопрос, как далеко готовы зайти ханкиндийские марионетки. Ну да, далеко могут зайти. Но, похоже, уже в Москве не учли, что время подобных игр уже безвозвратно ушло. И что, как сказать, Азербайджан уже совсем другая страна. И как-то поделикатнее Москве лучше помнить, что при каких обстоятельствах в регионе появились ее миротворцы. Тогда напомним, Азербайджан размазал по стенке любимый форпост Кремля, которому не помогли ни база в Гюмри, ни оружие, доставляемое по видам гуманитарной помощи. Победа Азербайджана закрепила новый геополитический расклад, где у Кремля нет ни военной, ни дипломатической монополии. Ну, Россия, да, не считает, как они тут главные на Южном Кавказе, у них монополия на все. Если Москва возмеревалась повторить опыт с оружием под видом гуманитарной помощи, под лозунгами формата 1988 года, типа, что теперь уже Россия опять наступает на те же грабли, и что этими граблями она получит себе по лбу. Все правильно, вот, мне понравилась статья, что уже Путин уже не тот, он уже выдохся в войне с Украиной, уже Ильхам Алиев может сам диктовать условия и Путину, и Пашиняну, и всем здесь. И это продолжение долго не будет с этими вооружением бандитов здесь на территории Азербайджана. Говорю, уже Ильхам Алиева терпение лопнет, думаю. И он накажет эти бандформирования все. Такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.